Всем привет, уважаемые любители автотематики, друзья, а также подписчики канала со сложным названием. Сегодня на нашем столе не китайская кухня, как вы привыкли, а вьетнамская. Под сегодняшний обзор мы выбрали интересный электромобиль, а именно кроссовер VinFast VF E35, который довольно скромен внешним видом, зато гармонично скомпонован и имеет вполне классную начинку. Ну а чтобы не тянуть время, начнем обзор прямо сейчас. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на новинки перспективной компании VinFast. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Традиционно начнем с обзора экстерьера передней части. Здесь нас ждут довольно узкие фары, которые имеют светодиодную полоску, причем широкую, которая также приходит и между оптикой, плавно заканчиваясь посередине имитации решетки радиатора, аккуратно возле эмблемы концерна. Прямо под основными огнями расположились параллелепипедные противотуманки из двух ламп, смотрится гармонично и аккуратно. Вся оптическая часть имеет небольшой наклон к центру морды, что придает виду небольшой хмурости или агрессивности, как кому нравится. Ниже продолжается массивный бампер. В его боковинах у самого низа небольшие воздухозаборники с сеткой, и в той же плоскости, но посередине перфорированная часть, которая также снабжена декоративной решеткой в мелкую сетку. На переднем капоте есть глубокий ложемент, который также подчеркивает серьезный вид этого вьетнамца. Судя по рендерам, модель наиболее красиво смотрится при темном времени суток, когда лобовая оптика полностью раскрывает свою красоту. Боковины особо ничем не примечательны. Внизу имеется довольно широкий порожек. По дверям в нижней части идет углубление в форме еле заметного ложемента, плавно протянутого от передних крыльев к задним. Между дверьми и порогами имеется хромированный молдинг. Более из декора здесь ничего нет. А вот задняя часть наиболее интересна с точки зрения дизайна. Фары расположились по бокам, сразу под задним стеклом. Одна их часть базируется на крыльях, вторая на крышке багажного отделения. Между основной задней оптикой идет светодиодная полоса, которая также играет роль дополнительного стопорного огня. Задний бампер массивный, но в меру. В нижних боковинах в нем расположились дублирующие стопорные огни и поворотники. На выставке состоялась мировая премьера машины, хотя анонсирована она была еще в начале года. Электрокар создан на собственной модульной платформе, а над его дизайном работало ателье Пининфарина. Кроссовер длиной 4750 мм, который метит Tesla Model Y. У него пятидверный кузов с двумя рядами сидений и тяговой батареей емкостью около 90 кВт-час, которая хватит на 400 км пробега. Базовая версия с одним мотором – это 204 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента. У двухмоторной полноприводной модификации отдача вдвое больше – 408 лошадиных сил и 640 ньютонов. Также стоит отметить цитату одного вьетнамского журнала, который писал следующее: «Технические детали VF E35 утекли в сеть, и они окажутся правдивыми, так как в предыдущих сообщениях СМИ о другой модели VF32 утверждали, что будут доступны конфигурации с одним или двумя двигателями с выходной мощностью 201 лошадиную силу и 402, и это сбылось. Так что какая именно силовая установка будет в этом кроссовере, уже можно говорить точно. Внутри 15,6-дюймовый сенсорный информационно-развлекательный экран занимает центральное место, и как Tesla Model Y, VinFast не добавил цифровую приборную панель перед водителем. Вместо этого информация о вождении скорее всего будет отображаться на центральном экране или проецироваться на проекционный дисплей. Также будет доступна панорамная стеклянная крыша. VF E35 будет оснащен 14 камерами, набором датчиков LiDAR и 19 датчиками на 360 градусов, чтобы довести автомобиль до уровня третьего автономного вождения. Это обеспечивается мощным компьютерным чипом NVIDIA Orin X, который может обрабатывать 200 гигабайт данных в секунду. Ожидается, что для того, чтобы конкурировать с устоявшимися конкурентами на западных рынках, VF E35 уступит по цене таким конкурентам, как Volkswagen ID4 и Tesla Model Y, а поставки, как ожидается, начнутся уже совсем скоро.
А на этом наш обзор подошел к концу, и мы очень надеемся на ваши комментарии. Не забудьте поставить свой царский лайк, ткнуть колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного.